В детстве я любила смотреть рекламу. И вот я выросла, научилась снимать, и в один прекрасный день мне пришла идея. А что, если я сама попробую снять рекламу? И в момент прихода этой гениальной идеи я наслаждалась аппетитным бургером. Мы посмотрели друг на друга и обоюдно приняли решение снимать рекламу бургеров. Nice. Условия простые. Я использую 3 разных инструмента, чтобы проверить, какой из них справится с задачей лучше всего. Оценивать я буду по 3 критериям: время, бюджет и контроль над процессом. Первую рекламу я решила полностью создать при помощи нейросетей, но перед этим мне пришлось посмотреть примерно миллиард видео про нейросети. А так как реклама будет яичная, сценарий я тоже решила доверить чату ГПТ. Ну и как обычно, чат ГПТ написал очередную бредятину. После долгих переговоров мы все-таки получили нормальный сценарий. Теперь нужно выбрать сервис для генерации. И поскольку мой бюджет не резиновый, я выбрала вариант подешевле. И называется он OpenArt. Мой пайплайн выглядел примерно вот так. Чат ГПТ помог сделать раскадровку. Потом мы прописали промпты для каждого кадра. Сначала картинки создавались в Nano потом они превращались в видео через Kling 3.omni. Из всех вариантов именно Kling оказался самым адекватным по цене. Хотя я очень хотела попробовать Seedance 2.0, но потом увидела цену. И где-то на середине проекта мои кредиты решили закончиться. Поэтому пришлось докупить еще пакет за $15. Итоговая стоимость первой рекламы составила $29. Сколько? Первая реклама готова, и вот результат. Вторую рекламу я решила снять на iPhone. No, God! No, God, please, no! No! Я обещаю, что это последний проект, где я использую iPhone. Для начала нужно было купить продукты. Часть из них я заказала заранее. И первыми приехали булочки и котлеты. Булочки приехали немного помятые. А что касается котлет, то тут я ошиблась с размером. Но что поделаешь, мы работаем с тем, что есть. Потом мы отправились в магазин за остальными ингредиентами. Закупили все необходимое и еще забежали в Daiso за реквизитом. Кто не знает, Daiso — это что-то типа местного магазина 1000 мелочей, где можно найти практически все. Вернувшись домой, мы сразу начали снимать. У нас не было четкого плана. И знаете что? Получилось ужасно. После съемки я решила посмотреть все кадры, которые у нас получились. А на деле у нас не получилось ничего. Плохо. Плохо. Неважно. На следующий день мы решили переснять все заново. Сегодня пересъем, потому что вчера мне кадры совершенно не понравились. И мы решили разделить зоны на предметную зону и зону готовки. Так, мы уже основательно с утра подготовились. Установили свет, поставили вот такую первую композицию, открывающий кадр. И вторая зона у нас будет на вчерашнем месте. Здесь будет происходить вся готовка. Плюс ко всему этому я заказала черную ткань для фона, потому что черный фон автоматически добавляет плюс 50 кинематографичности. Каждый кадр занимал по 30 минут, иногда и больше. И когда смотришь рекламу, то знай, кто-то страдал ради этих кадров. Итак, мы сняли часть рекламы, точнее ее начало. У нас остается 2 часа на оставшуюся часть. Так, и мы переезжаем на наше новое место съемок. Так как у нас не оставалось времени, последние кадры мы снимали в режиме турбо. Так, съемка закончена. Вроде бы все получилось. И теперь нам предстоит самое сложное — это убраться после. Смотрите, какой бардак. И на эту рекламу я потратила около $100. И, конечно же, результат.
Осталась последняя реклама. И она будет сделана с помощью программы Blender 3D. А новый ролик я решила сделать постановочным с применением 3D анимации и хромакея. Поэтому я пригласила на главную роль своего друга Филиппа. Кстати, он американец, а кто, как не американцы, знают толк в бургерах. За концепцию этой рекламы я хотела взять фильм «Алиса в стране чудес». Но вместо Алисы мой друг Филипп, а вместо страны чудес страна бургеров. Не идея, а бомба. Я начала подготовку по стандартному пайплайну. Сценарий, раскадровка, шот-лист. И когда все было готово, мы отправились на съемки в парк. Мы начали искать место для съемок и нашли практически сразу, поэтому долго не тянули, начали снимать. Мы сейчас сняли, как он сидит. Он берет телефон, вот он видит зайца, заяц от него убегает. Я еще сняла дополнительный шот, как заяц должен убегать от него. И нам надо найти дерево, примерно куда можно будет ему упасть. We have to find a tree. Смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько details. Big one. And I will make a hole, so the last one, the last pot. Теперь нужно было найти то самое дерево, ради чего мы пошли вглубь леса. Дерево нашлось быстро, и пока не начало темнеть, мы успели все доснять. Юху! Оскара! Оскара! На этом наши съемки сегодня завершены. Спасибо Филиппу за присутствие. Отсняв кучу материала и покормив голодных комаров, мы вернулись домой. А вечером, просматривая весь материал, я поняла, что никакой Алисы в стране чудес из этого не получится. И после целого дня страданий я приняла тяжелое решение – полностью поменять концепцию. А вы помните ту рекламу, которую крутили по телевизору, где продукты в виде анимационных героев жили своей жизнью? И мне захотелось сделать кое-что подобное. План был такой. Филипп заказывает бургер, а где-то в параллельной вселенной начинается подготовка этого заказа. И вот мы снова назначили дату съемки. Yeah, I don't have any yellow shirts. It's okay. I was just asking you if you have. For interest, Yeah, yeah. just for sure. I'll buy one later. Maybe. Перед началом съемки я проверила все технические аспекты и объяснила Филиппу план действий. Весь новый материал мы сняли на хромакее. Да, и кстати, без жертв тоже не обошлось. О май гад! О май гад! No, it's okay. As long as it doesn't get on like the couch, it's fine. Наш актер вон. У нас полетело яйцо. One question. How was the burger? It was scrumptious, delicious. И видео никогда не снимаются без каких-то проблем. Обязательно нужна какая-то проблема. Бесит. Досняли последние кадры, и в принципе все прошло очень хорошо и быстро. Закончили третью рекламу. Все, теперь остается только монтаж. Для начала я сделала вот таких прикольных героев. Но выложив кадр с этой анимацией в сеть, мне пришел такой комментарий. Нет слов. И действительно, посмотрев на своих героев, я поняла, что они напоминают этот мультфильм. Если вы его не смотрели, то обязательно не смотрите. И от этой идеи тоже пришлось отказаться. Я приняла решение, если две предыдущие рекламы были сделаны в стиле предметной съемки, то и третья реклама должна быть такой же. И на всю анимацию у меня осталась только неделя, поэтому я опять включила режим турбо. В итоге я закончила анимацию и объединила с основным видео, которое я тоже смонтировала, убрав зеленый экран и заменив фон. И цена этой рекламы составила $0. А теперь давайте посмотрим результат.
Пришло время подвести итоги данного челленджа. Нейросеть быстро, недорого, но отсутствует полный контроль над шотами. Но, как говорится, лучше перегенерить, чем переснимать. Поэтому 4 из 5. iPhone. Не сказать, что быстро. Есть небольшой контроль над процессом, но это очень затратно. Поэтому 2 из 5. И, наконец, 3D. Есть контроль, это все бесплатно, но занимает огромное количество времени. Поэтому оценка 3 из 5. Напишите в комментариях, какая из реклам вам понравилась больше всего. Поставьте лайк и обязательно подписывайтесь. Не забудьте нажать на колокольчик. А мы встретимся с вами уже в следующем ролике.